Всем привет, друзья! Наконец-то разработчики Hogwarts Legacy показали больше нового и загадочного. Книга-гид по Хогвартсу, мелкие вещи для пранков и много других секретов, которые мы сможем повстречать, гуляя по школе волшебства. В сегодняшнем видео мы поговорим про все новые секреты, что показали недавно, и постараемся вместе с вами их разобрать. Всем приятного просмотра! Акцио! Несколько дней назад разработчики на различных площадках, к примеру, таких как Twitter и Instagram, распространили видео, что длится 1 минуту и 21 секунду. Данное видео меня очень заинтересовало. Я думаю, те, кто его уже видел, тоже еще больше захотели сыграть в игру после просмотра. Давайте же подробнее посмотрим на само видео и разберем все по очереди. Естественно, первое, что бросается в глаза, и с чего начинается само видео, это книга-гид по Хогвартсу. Это старинная, увесистая книга, которая хранит в себе просто огромное количество важной информации касательно самого Хогвартса. На переплете гида мы видим букву H, и как раз таки она значит Хогвартс, а вокруг буквы есть разные красивые узоры, и они могут быть очень важны. Чуть позже я покажу и расскажу почему. Каждый пост с этим видео от разработчиков имеет описание на той или иной платформе в соцсетях, и вот в Инстаграме написано то, чего вы не найдете в других постах, а именно, не говорите директору, считайте это разрешенным руководством по студенческой жизни в Хогвартсе. Из данного контекста понятно, что эта секретная книга на самом деле запрещена для всеобщего просмотра, и разработчики делают нам подарок, раскрывая некоторые из ее страниц в виде видео. Эту книгу на самом деле мы с вами видели не раз, просто не обращали на это внимания. К примеру, ее можно было заметить на одной из карточек в меню талантов и способностей в «Выручай комнате», а также в других моментах геймплея, что был показан ранее. К примеру, когда мы собираем листочки о Хогвартсе, включается анимация, где можно заметить, как персонаж достает эту книгу. Вернемся к тому, что на переплете книги вокруг буквы H есть символы. У автора зарубежного YouTube канала Expecto Go возникла идея, что подобный символ похож на символ, что изображен над входом в зал Мерлина. И эта книга может быть не просто путеводителем, а еще вмещать в себе другие мощные знания. Прямо сейчас поставьте видео на паузу и напишите комментарий по поводу этой догадки. Она реально достойна внимания. А сейчас я перелистываю страничку этой книги и идем дальше разбирать видео. Тайны общей комнаты. Хогвартс полон секретов, и общие комнаты не исключение. Поднимитесь по лестнице идите по коридору, третья бочка. Подобное сообщение — это явно ключ к тому, где найти тот или иной секрет. Спустя мгновение мы видим девушку, что находится в общей комнате Слизерина и двигается в направлении окна. Здесь немаловажный момент — это то, что она использует магию. Значит, мы с вами сможем использовать заклинания даже в таких местах. Так вот, за окном можно увидеть жителей водного мира. Возможно, это вид в озеро, что находится рядом с Хогвартсом. Один раз комьюнити-менеджер, выступая, сказал такое: просто не касайтесь торца стекла, находясь в этой комнате с обложкой Слизерин. Правда загадочно? Это окно точно хранит секрет. И явно что-то произойдет, если мы используем магию. Может быть, мы увидим русалок, а может и вовсе разобьем стекло. Пока что неизвестно, но очень интересно. Чисто в рифму сказал. Следующий кадр показывает ученика, что скорее всего идет в всеобщей комнате Рейвенклоу. И здесь акцент идет на кресло и огромную стопку книг позади него. Явно там тоже что-то есть. Двигаемся дальше. Секция библиотеки с ограниченным доступом. Ограниченная — это просто слово в предложении, но не попадайтесь. Здесь разработчики показали только скриншот библиотеки, но никаких секретов на нем мне увидеть не удалось. Может, вы что-то увидите? Переходим к следующему секрету. Защита от. Классная комната темных искусств. Класс был создан для шалостей и хулиганства, например, для того, чтобы возиться со скелетом профессора. Здесь, если успеть поставить паузу, мы видим, как юный волшебник участвует в дуэли с другим учеником. Нечаянно он задевает заклинанием скелет профессора, который это замечает и успевает спасти ученика от падающей головы. Возможно, это отсылка на секретный квест в классе темных искусств, и явно она связана именно со взаимодействием со скелетом, так как разработчики подчеркнули это слово перед кат-сценой. Возможно, я ошибаюсь. Пивз. Избегайте Пивза любой ценой. Пивз — это полтергейст, что обитает в Хогвартсе и не подчиняется никому. Интересно, почему же его стоит избегать? Возможно, он будет часто появляться в коридорах школы и мешать нам, так как сам призрак очень любит швыряться предметами, громить мебель, создавать вокруг себя как можно больше хаоса и беспорядка. История этого призрака весьма интересна. Вы можете почитать о ней на различных форумах. Мы подошли к моменту видео, где разработчики написали слова и после стерли. Это должен был быть 5-й совет о жизни в Хогвартсе. Давайте вернемся на долю секунды назад и посмотрим, что там.
сюжетом. Тайна скрещенных палочек. Дуэльный класс. Этот момент еще более загадочный, чем предыдущие, потому что здесь разработчики намекнули на что-то достаточно большое. Какой-то очередной квест в Хогвартсе, но связанный с волшебными палочками и дуэлями. Здесь, кстати, мне на ум приходит фанфик 6 скрещенных палочек по фандому Гарри Поттер. Описание фанфика вы сейчас видите на экране. А вряд ли это как-то связано с Хогвартс наследие и этим секретом, но все же тоже интересно. Магазин шуток Зонко. Магазин Зонко — это ваш универсальный магазин для создания беспорядка и шалостей. Как раз именно об этом я говорил в самом начале видео. Мы сможем подкалывать других учеников школы с помощью всяких безделушек, что можно будет купить. Пранки, пранки и еще раз пранки. Без этого мир Гарри Поттера был бы неполным. Поэтому спасибо разработчикам за то, что они все-таки добавили такую механику в игру. Запретный лес. Прокрадитесь в запретный лес и выживите, чтобы рассказать об этом. Выцветшую подсказку снизу я смог перевести только кусками. Поэтому, если кто-то хорошо понимает подобный шрифт, напишите в комментариях полный перевод. Взаимодействие с лунной картой. Чистите зубы один раз в день. В день со свежим. Забыть о... Седьмой совет является, я считаю, самой сложной загадкой из всех, что были даны в этом видео, так как здесь все звучит очень непонятно. Мы имеем запретный лес и нам нужно чистить зубы. Звучит странно, но лунная карта дает намек на то, что мы будем скорее всего разгадывать загадку, взаимодействуя со звездами. Может, как раз таки нужно будет найти это дерево по карте в лесу, где на каждом шагу опасность, а уже само дерево скрывает секреты. К примеру, под ним какая-то пещера. В общем, это был последний совет-секрет из книги. Честно говоря, уже как можно быстрее хочу вместе с вами пройти эту игру. Это просто что-то. Это количество загадок и волшебства меня просто преисполняет. Пару дней назад в тех же соцсетях разработчики сделали пост, в котором показали Себастьяна Селлоу и немного рассказали о нем. Ранее уже выходил трейлер про этого мальчика, который я, кстати, разобрал. Видео есть на канале. Себастьян явно готов на все, чтобы помочь своей сестре и даже открыть тайны искусств, которые не стоит открывать. Что ж, друзья, пока что это все новости про Хогвартс наследие на данный момент. Как я и обещал, когда появляется новая инфа, я сразу же делаю ролик. За то, что я стараюсь ради вас и делаю качественные ролики, не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. Это огромная мотивация. А колокольчик, кстати, поможет напомнить о новом видео, в котором мы снова встретимся. Всем большое спасибо за просмотр. Все важные ссылки и информация есть в описании под видео. До встречи, друзья. Бай-бай.